Если вы публикуете видео, а просмотры у вас не растут, и вы уверены, что делаете качественный контент, так как если он плохой, то здесь удивляться нечему. Дело в том, что YouTube буквально не понимает, кому показывать эти ролики. И пока вы это не исправите, алгоритмы будут сливать ваши показы в пустоту. В этом видео мы разберемся, как это все работает, какие ошибки убивают даже хорошие видео, а также я вам дам четкую инструкцию, что нужно делать, чтобы набирать просмотры. А еще я расскажу об одном очень важном инструменте, о котором не догадывается большинство даже опытных авторов. Почему алгоритмы игнорируют новые каналы. YouTube — это рекламная платформа, его задача удерживать зрителей на площадке как можно дольше, чтобы показать как можно больше рекламы. А значит, нужно подбирать такие видео, которые потенциальный зритель может досмотреть до конца. Но вот в чем проблема. У нового канала нет никакой истории, нет статистики и нет зрителей. YouTube просто не может понять, а кому это показывать. И поэтому в начале пути у вас может быть низкий процент CTR, там 0,5-2%, низкое удержание, и не нужно из-за этого расстраиваться. Это не потому, что у вас контент плохой, потому что YouTube просто еще не определился с зрителями. Здесь вывод простой. Вам нужно самим подсказать YouTube, кто ваша аудитория, чтобы не ждать и не терять месяцы, пока YouTube сам ее определит. Но как помочь алгоритму находить вашу аудиторию? Есть конкретный способ, как дать YouTube эту подсказку. SEO-оптимизация. Заголовок, описание и теги. Большинство просто оставляют эти поля пустыми или вписывают туда свои, например, услуги, но не понимают, что эта ошибка стоит им просмотров. Начните с простого. Введите тему вашего будущего ролика в поиске YouTube, и вы получите готовые заголовки для ваших следующих роликов. Вы можете использовать ключевые слова из этих поисковых запросов в своих названиях, в своем описании и в тегах. А еще я советую установить расширение VidIQ. Оно поможет вам подбирать ключевые слова с низкой конкуренцией. Это даст вам шанс попасть в поисковую выдачу YouTube. Когда эксперты говорят про то, что SEO-оптимизация уже не важна, это касается крупных раскрученных каналов, у которых есть своя аудитория. YouTube, основываясь на этой аудитории, подбирает новых зрителей. Но если у вас нет аудитории, нет подписчиков или их очень мало, то YouTube сложно понять, для кого вы снимаете. И поэтому ваши видео будут уходить в пустоту, как минимум очень долгое время. Самая частая ошибка начинающих – придумывать идеи с нуля. Это долго, непредсказуемо и часто заканчивается провалом. Гораздо эффективнее изучить то, что уже работает в вашей нише. Введите тему вашего видео в поиске YouTube. Отфильтруйте видео по просмотрам и выберите 30-50 лучших. Смотрите на их обложки, названия и первые 30 секунд. Ваша задача найти те самые триггеры, которые цепляют, заставляют зрителя нажать на это видео. А как обнаруживать эти самые триггеры? Делается это довольно просто. Возьмем для примера обложку. И на ней есть всякие элементы, и вы мысленно по очереди должны их убирать. Убрали один элемент, посмотрели, подумали, в принципе еще хочется нажать. Убрали второй элемент, еще кликабельно. Убираете третий элемент мысленно и понимаете, что нажимать уже не хочется. Значит, именно этот элемент был тем самым триггером. И такая же процедура проводится с заголовками. Вы берете заголовок, вставляете его куда-нибудь и по очереди убираете слова. Таким образом вы найдете именно ту фразу или то слово, которое цепляло внимание. Есть универсальные методы, которые работают практически в любой нише. Это неожиданный результат, цифры, личный провал или успех. Но есть такие триггеры, которые относятся к определенным нишам. И те вы сможете найти только благодаря анализу конкурентов. Но, к сожалению, именно здесь большинство авторов застревают. Анализ конкурентов – это единственный рабочий способ быстро продвинуться маленьким каналом. Но вручную анализировать сотни роликов, находить эти самые триггеры или вирусные идеи, также писать сценарии, это все занимает очень много времени. Перед каждым видео вам нужно повторять монотонно этот процесс. И многие просто это не делают, потому что не хватает времени. А если вы это и делаете, то вы можете ускорить этот процесс, чтобы снимать больше видео.
А как? Ну вот есть сервис ViralRadar, который в этом поможет. Это не VidIQ, не путайте VidIQ для поиска тегов, а ViralRadar для поиска аномальных интересных видео, которые стреляют в вашей нише прямо сейчас и набирают просмотры. А значит, если вы снимете подобное, то ваше видео с большей долей вероятности также наберет много просмотров. Вы вбиваете запрос и за 3 клика получаете готовые идеи, сценарий, обложку, в общем, все, что нужно для публикации видео. Теперь не нужно часами мониторить конкурентов, система делает это сама и сразу же выдает результат. Ссылка на ViralRadar в описании и прикрепленном комментарии. Есть эксклюзивное предложение для тех, кто хочет поучаствовать в развитии данного продукта, в тестировании нового дизайна и функционала. Переходите по ссылке в описании в мой телеграм-канал. Там в закрепленном сообщении вы найдете всю необходимую информацию. Конечно же, количество мест будет ограничено, потому что я хочу уделить внимание каждому человеку и его каналу. Именно поэтому такая возможность будет доступна только для первых 10 желающих. Представьте, что ваш ролик это 4 точки. Идея, обложка, название и первые секунды автовоспроизведения. Все 4 точки должны работать вместе, только так получаются успешные видео. Если одна точка слабая, то ролик не откроют, даже если все остальные 3 идеальные. Здесь есть одно исключение. Идея играет фундаментальную роль, так как если она интересна широкой аудитории, то ролик откроют даже если там плохая обложка или название. Но если идея узкая или неинтересная, то никакая обложка, никакой заголовок ее не спасет. Поэтому идея – это корень вашего видео, тщательно подбирайте ее. У зрителя есть примерно 0,1 секунда, чтобы считать смысл вашей обложки. Поэтому не лепите туда 3 лица, 5 надписей и еще 10 элементов. Вам нужен один основной триггер, который привлечет внимание за доли секунды. Максимум 4 элемента, и каждое слово считается отдельным элементом. Поэтому учтите это, и не нужно лепить в начале вашего пути какие-то брендированные логотипы в углу и подобное. Вас пока еще никто не знает, поэтому это не спасет вас. Лучше экспериментируйте с разными типами обложек. Также используйте АБ-тестирование, оно доступно в расширенном функционале YouTube канала, и если у вас есть несколько вариантов обложек и вы сомневаетесь, какой лучше поставить, то закиньте их и посмотрите, какой из них даст наилучший результат. Название работает в паре с обложкой. Вместе они создают обещание, которое зритель либо хочет проверить, либо нет. Хорошее название вызывает в голове вопрос. Не «моя поездка в Китай», а почему я больше не вернусь в Китай? Или почему я вернусь в Китай? Именно такая поездка оставляет в голове зрителя пробел, который хочется закрыть. Коротко до 56 символов, без лишних слов и понятно для широкой аудитории. Почему-то большинство упускают этот момент из виду, хотя он в прямом смысле слова лежит на поверхности. Это автовоспроизведение YouTube. По статистике, больше половины зрителей именно в этот момент принимают решение, стоит ли смотреть видео дальше. Обратите внимание даже на свое поведение. Вы когда листаете ленту, вы задерживаетесь на несколько секунд на каких-то роликах. И в эти моменты вы думаете, стоит ли мне дальше смотреть. Это значит, что первые 5-10 секунд ваших видео должны работать без звука. Вы должны сделать такую визуально красивую, интересную, динамичную картинку с текстом, чтобы зрителю стало интересно продолжить просмотр. Если у вас в начале просто статичная говорящая голова, то вы теряете половину зрителей еще до того момента, как открыли видео. Новый канал не попадает сразу в топы поиска, и это нормально, потому что YouTube нужно сначала понять, вообще стоит это видео подкидывать куда-то выше. Для этого он делает тестовые показы, смотрит на процент кликабельности, на удержание, и уже исходя из этого поднимает ваше видео или выше, или опускает его ниже. Если вы делаете как конкурент или где-то лучше, то, конечно, у вас есть большие шансы попасть в поиск. Ускорить процесс попадания в поиск можно. Для этого снимите несколько видео на одну тему. И благодаря этому YouTube поймет, что ваш канал тематический и быстрее поможет закрепиться по некоторым ключевым словам. И главное, никаких платных продвижений, взаимных подписок и просмотров. Да, вы попадете в поиск и, возможно, даже самый верх. Но будете там держаться только то время, пока вы платите за продвижение. Как только перестанете платить, вы сразу же провалитесь вниз, и YouTube вас больше не будет рекомендовать. Поэтому не нужно своими же руками хоронить каналы. Двигайтесь органически.
В итоге, YouTube и алгоритмы не против вас, они просто не понимают, кто вы и для кого снимаете. Поэтому с помощью вышеперечисленных советов помогите им определиться с аудиторией. Не забывайте про ссылки на Viral Radar и на телеграм-канал, где действует специальное предложение для первых 10 человек. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео, которые помогут вам расти. А также посмотрите вот это видео, его выбрал YouTube, а значит оно для вас. Увидимся, так как мы в интернете.